Друзья, всем огромный привет! Всем привет из Мексики! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы находимся в городке Пуэрто-Морелос, и сегодня мы посетим Сенот. Также мы будем жить в доме в джунглях. И побываем на пляже. Сейчас из Канкуна на арендованном авто мы приехали в сенот, который называется Сьете Бокас. И это один из самых красивых сенотов на полуострове Юкатан. Находится примерно в 20 километрах от Пуэрто-Морелос. Сейчас мы покупаем билет в Сенот. Стоимость 400 песо, либо $25. Немного выше стоимость, чем в других сенотах. Но говорят, что этот сенот, он необычайно красивый. Тем более, что он называется 7 сенотов, то есть 7 Bocas. То есть там целых 7 бассейнов, в которых можно будет поплавать, позагорать, поснорклить, посмотреть дикую природу, потому что находится он в джунглях. Поэтому надеемся, что это того стоит. Вешают там браслетики, чтобы нас не потерять, не забыть. Вначале мы видим небольшие загончики с животными, морские свинки, попугаи, козочки, гуси, утки, также есть павлин здесь. Также нами были обнаружены свинюшки, есть и черные, какие-то серые. Бегают здесь в грязи, кувыркаются. Перед входом растет красивое мандариновое дерево, украшенное в рождественских тонах, потому что сейчас конец декабря. Перед посещением Сенот нужно вначале сходить в душ, потом получить жилет спасательный. Не знаю, может, для чего он нам, но раздают, мы взяли. Выглядит весьма живописно, чистейшая вода, прозрачная. Это третий сенот, всего здесь их 7. Некоторые предназначены, как здесь, для прыжков, для купаний, некоторые только, чтобы между сенотами проплывать в пещере, заплывать в маленькие бассейны. Также на территории есть лежачки, беседочки, можно оставить свои вещи. И здесь мы видим пещеру 4-го сенота, в который можно проплыть, видимо, из соседнего, из 2-го. Вот здесь написано Бока 2. И вот там есть еще один сенот, чуть подальше. Возможно, между ними как раз можно проплывать под землей. Также здесь есть Бока 6, Бока 7. Но эти сеноты нам сказали для дайвинга. Правда, выглядят они немного уже заброшенными и запущенными. Приятный сенот, классно было в нем искупаться, попрыгать. Водичка чистейшая, даже когда ходишь внутри сенота, видны красивые рыбки. Особенно когда светит солнышко, то сенот приобретает новые оттенки красок. Это очень красиво, вода освежающая, но когда выходишь, не очень холодно. Водичка хоть и немного прохладная, но все равно она очень красивая, прозрачная и приятно освежает. Глубина здесь, конечно, больше 2 метров, а чуть дальше вот огорожено буйками. Это уже место, чтобы можно было прыгать сверху, вот откуда Томочка прыгала. Здесь уже более темная вода, потому что здесь и глубже. Получается, это главный сенот на территории данного парка. Самый большой, красивый. Также сюда можно пробраться через соседнюю небольшую пещерку. Она тоже считается как отдельный сенот, поэтому всего их 7. Вот кто-то прыгает сверху, кто-то просто купается, кто-то загорает. Ну, на самом деле территория красивая, но требует все-таки большего ухода.
Здесь на территории есть обзорная площадка, но сейчас она, к сожалению, закрыта. Как раз на реставрации, реконструкции. Поэтому подняться на обзорную площадку мы не можем. Она находится между деревьев. Сделан такой, знаете, как шалаш некий. Здесь расположен еще один сенок, который обозначен цифрой 4. В него можно спуститься, небольшая пещерка, и попасть под землей к основному сеноту. Сейчас мы подошли к сеноту, который обозначен цифрой 1. Здесь можно поплавать с трубкой, с маской, которую мы взяли с собой, спуститься вниз. Так, холода? Да нет, водичка такая же, как в соседнем, наверное, 22-23 градуса, я думаю. Что так поддуло? Вообще чувствуешь его, нет? Нет, я не пытаюсь достать, то есть здесь явно больше 1,5 метров, а то и, наверное, глубже. Поэтому давай масочку, трубочку посмотрим. Может быть, что-то мы увидим. Видели, друзья, под водой снимал, там даже и рыбки есть, и сталактиты, сталагмиты вниз уходят. Глубина просто несколько десятков метров, если даже не сотни, просто очень глубоко. Вот здесь обозначено бока 2, бока 3. То есть есть различные пещерки, откуда можно подняться, спуститься. Вот сейчас вы видели, как мы проплывали сначала из первого в второй сенот, из второго в третий, в основной, вот, собственно говоря, где мы купались больше всего. И совсем рядом находится четвертый. Можно было наблюдать и на рыбок, и на образования, которые под водой скальные свисают. И вот такой четвертый сенот тоже небольшой здесь. Интересный был опыт посещения сенотов, потому что до этого мы такого не видели, да, то есть мы не плавали именно под пещерой, не видели, как выглядят сталактиты именно в воде. А еще, что меня удивило, то, что настолько здесь прозрачная вода, что не обязательно даже нужна здесь маска, рыбок и так прекрасно видно. Вот мы вылезли, здесь получается пятая пещера, пятый сенот. Здесь тоже можно было проплыть, они все вместе соединены. Получается, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, все находятся рядышком, и можно где-то под водой, где-то над водой любоваться рыбками, красивой водой. Поэтому такое морское приключение интересное. А насчет маски трубки, ну, на самом деле, если они у вас есть, то лучше взять. Вот, потому что хоть вода и прозрачная, но все равно, когда вы смотрите вниз, вы имеете возможность подышать, посмотреть повнимательнее. В общем, с трубкой, с маской немного удобнее. Так, отправили Томочку еще раз в эти пещеры с пятого входа, а сами пойдем к основному бассейну, к основному сеноту, и там будем ее ждать. Ничего рассказать нового я вам не могу. Все то же самое, тоже глубокий сенот, очень красивый. Единственное, что там была веревка, по которой можно было добраться до первого сенота. И там уже с первого я проплыла до второго и третьего. Ну все, сейчас, наверное, греться, да, будешь? Да, конечно. Для меня немножко это прохладно, потому что сейчас такой сезон, знаете, он более комфортный для Кирилла, когда не сильно жарко, немножко дует ветерок. Но, тем не менее, вода комфортная, я думаю, что я быстро сейчас согреюсь. Также стоит отметить, что на территории сенотов никаких магазинчиков замечено не было, поэтому лучше приносить сюда напитки, можно приносить чипсы, в общем, все, что вы хотите.
Некоторые сюда приезжают с целыми холодильниками, с напитками, поэтому и проводят здесь весь день. Сейчас мы уже вернулись к парковке. Если вкратце говорить о парке, лично мое мнение, что немножко, наверное, переоценен он за свою стоимость, но нам пока еще нечем сравнить. Мы потом побываем в других сенотах, и тогда уже можем как-то понять, насколько этот был хорош или не очень. Ну, наверное, главное его преимущество, то, что здесь не так много людей. Я потому что видела фотографии других сенотов, там просто, представляешь, сенот, и просто все в людях, люди. А здесь как-то, ну, больше как парк, ты можешь здесь отдохнуть, провести время. Ну да, плюс это купание между пещерами, оно такое интересное, да, в других местах, я думаю, такого не будет. Да, это было интересно, цена немножко, конечно, завышена. Ну, или мы просто еще не привыкли к мексиканским ценам. Все, сейчас время уже почти 3 часа. Мы едем заселяться в наш новый отель. Почему так поздно? А потому что все заселение в Мексике проходит после 3 часов. Поэтому во второй половине дня как раз едем заселяться. Покажу вам территорию нашего эко-отеля. Называется он Хокма Adventure или Хокма Каза Бутик. Здесь, наверное, собаки. Чего-то они там испугались. Справа находится контактный зоопарк практически, потому что здесь тоже и уточки, как мы видели с вами в сенотах. Также и здесь. Уточки огромные, индюшка гуляет. Вон она, смотрите, реально огромная. О, вот это вообще просто мега-индюк. Смотрите на вот этого красавчика. Проходим мимо животного уголка и сейчас заходим в открытый воркаут, то есть небольшой спортзал или тренажерный зал, точнее, где есть беговая дорожка, батут, велосипед, небольшие гантели. Также здесь находится зона барбекю, можно приготовить себе что-нибудь. Ну давайте пройдем дальше. Выглядит, словно этот отель находится весь в джунглях. Это главное здание. Здесь находится и ресепшн, и ресторан. Поэтому, если вдруг вы захотите дополнительно заказать себе ужин или обед, это можно сделать здесь. Здесь у нас ресепшн. Я познакомилась уже с владелицей. Она 30 лет живет в Мексике, а сама она из Канады. Это Мелани. Так, продолжу прогулку по джунглям. Здесь очень спокойно. Все гости, видимо, на выезде. Здесь красивый бассейн. Здесь еще домики. Говорят, что эти домики построили недавно, и провести электричество, воду здесь было не так просто. Но посмотрите уже, какая красота. И какие молодцы владельцы, что они всего смогли достичь. И теперь радуют своих гостей этим приятным местом. Мы решили несколько ночей провести в экодомике. Это двухэтажный дом, и нам предоставили один этаж. Давайте пройдем и посмотрим, что там у нас есть. Значит, так, у нас есть здесь диванчик, холодильник, здесь мини-кухня, даже можно и кофе сварить, можно и что-то приготовить, потому что есть электрическая плитка, есть сковородка, есть минимальный набор посуды. Наша спальня, есть кондиционер, большой телевизор. В комнате немножко темно, потому что мы находимся в тени деревьев, вокруг природы. В комнате также есть большая двухспальная кровать, полотенчики. Все очень чистенько, все в эко-стиле, как я вам говорила. Есть тумбочка прикроватная. Из окна открывается вид на джунгли. И также в нашей комнате есть огромный джакузи, украшенные сердечками, и даже поставили свечку. Поэтому у нас здесь романтическая обстановка. За другой дверью сердечком находится туалет и душевая. Чистенький туалет, новенький. И
Симпатичный душ. И тоже по центру у нас мы видим сердечко. Есть холодная, горячая вода, отлично работающий интернет, поэтому мы с удовольствием проведем здесь несколько дней, а потом поедем в следующий город. Но сначала посмотрим подробно Пуэрто-Морелос. Доброе утро, друзья! Мы проснулись в нашем эко-отеле под звуки уточек, хрюшек. Ну, по крайней мере, я. Тебе как спалось? Спалось хорошо, мы сегодня проспали до 10 часов утра. Мы. Поздний завтрак, у нас поздний завтрак будет. Выбрали столик для завтрака, присаживаемся и ждем, когда нам принесут местные деликатесы, так сказать. Традиционный мексиканский завтрак. Смотри, ты видишь, что здесь сердечко? Да, и сердечко еще в нашем номере тоже. Они везде там сердечко, романтическая обстановка. Нам принесли наш типичный мексиканский завтрак. И что же в него входит? В него входят типичные яйца, как для, наверное, любой культуры. Давайте сразу попробуем. Они с томатиками, с лучком. Кстати, возможно, это домашние яйца, потому что курочки же бегают у нас во двора. Ну, да. Ну, отличить домашние не знаю, но вкусные. И здесь еще какие-то бобовые. Да, в общем. Черная фасоль. Давайте пробовать. Но ничего. Нормально? Ну, да, нормально, как такая мягенькая, как вместо картошечки, такой, знаете, консистенции. Знаешь, эта фасоль популярна не только, получается, в Мексике, но и в Бразилии. Очень много блюд готовят именно вот с этой черной фасолью. Да, ничего, такая приятненькая. Также у нас еще кофе в интересных кружечках. Да, кружечка очень красивая, смотрите, так расписанная. Ну и молочко принесли. Познакомилась за завтраком с Дагитой. У нее здесь очень красивый ошейник именной. Она очень дружелюбная и понимает русский язык. Ну, Дагита. Дагита, иди обратно, иди ко мне обратно. Ну ладно, сядь, сидеть. Сделаем вид, что это ты как бы туда захотел. Да, наш понимает русский. Мы сейчас встретились с владелицей этого отеля, и я удивилась тому, что здесь стоят интересные коробки с томатами. Они весьма необычны, потому что, посмотрите, видите, это томат. Похож словно на физалис. Но если очистить, получается вот такого вида томат. И я спросила, для чего используют эти томаты. Она сказала, что готовит сальсу, и предложила вообще показать, как ее готовят. И сейчас она сказала, что всего в Мексике 2 вида сальсы. Это из красных томатов, они здесь божественно пахнут. Аромат, попробуйте. И готовят еще из зеленых томатов. И сейчас нам будет показывать, как это делают. Добавляет очень специально такой перчик, который острый. И чтобы избавиться от остроты, чтобы она не перебивала вкус сальсы, его сначала готовят на огне. Таким образом там поджигаются вот эти вот семена, испаряются, и сальса получается не такой острый. В воду также добавили чеснок, добавили лучок. Не обязательно даже все нарезать, можно класть прямо вот целиком. Также добавляют еще соли и кубики куриные. Мы взяли наши вареные помидоры, добавили их в блендер, добавили 1 кусочек перчика, потому что нужно сначала попробовать, насколько получилось остро, потом уже добавлять больше или меньше. Также добавили туда вареный лучок, чесночок и все это попробовали. Я бы на свой вкус добавила еще чуть больше соли и еще немножко перчика, а так получилось вкусно. Сейчас мы попробуем соуса сальса с добавлением свиного жира, который здесь растапливался на конфорочке. Очень горячий.
Вкус очень насыщенный. Чувствуется и соль, и остринка, но остринка не сильная. Мне кажется, что это уже больше даже не соус, а уже какой-то суп. Вкус насыщенный, то есть, ну, насчет супа не знаю. Для супа здесь, наверное, не хватает немножко ингредиентов. Вот, но в качестве какого-то соуса к мясу, раз здесь свиной жир, интересно. И такая консистенция густая получается. Сейчас попробуем приготовить также еще другой вид сальсы из свежих овощей. Это помидоры, лучок, чесночок. То же самое, но только их не варят. Другой вид сальсы готовят из свежих помидор, кинзы, запеченного перчика. Также добавляют лук, чеснок и сок лайма. Получается свежий интересный вкус и также острый. Мы пришли в зону бассейна. Здесь, как обычно, отдыхает Дагита на солнышке. Мы сейчас тоже будем отдыхать, купаться. I caught it home, 'cause it's where I leave my sorrow. So goodbye, baby, goodbye, mom, goodbye, chicken, the rest of it all. Yeah, goodbye. Вот так с принцессой-малышкой проводим время. Я на бережку, а Томочка в бассейне на розовом пончике. Сейчас мы отправляемся в ближайший городок от места нашего проживания, который называется Пуэрто-Морелос. Он находится в 20 километрах. Посмотрим на его пляж. Выбираем сосиску, здесь берем булочку. На пару постоянно подогревается. Добавляем различные ингредиенты, соусы. Сейчас у нас будет небольшой ланч. Да, получается вот такой вот аппетитный хот-дог, каждый по 20 песо. Также из Пуэрто-Морелос предлагает вам популярные туры, будь то Чеченица, Тулум, Коба. Но наиболее популярно здесь это снорклинг, либо рыбалка. То есть вы отправляетесь на снорклинг на 2 часа, но здесь все, в принципе, написано, потому что недалеко располагается коралл с рыбками, и можно удачно поснорклить. Сейчас мы уточнили, снорклинг стоит за 2 часа 350 песо с человека. Но это вот первая попавшаяся цена, скажем так. Поэтому, возможно, удастся договориться дешевле, может быть 300 песо, но вряд ли мы планируем здесь задерживаться, поэтому сейчас отправляемся все-таки на пляж, самостоятельно его изучить. Пуэрто-Морелос вообще считается рыбацкой деревушкой небольшой, проживает около 10 тысяч человек здесь. Уютный маленький городочек со своим пляжиком, где можно искупаться, съездить на снорклинг, вкусно покушать, потому что расположены здесь и ресторанчики, и магазинчики, в общем, все, что вам нужно. Сейчас мы находимся в районе порта. Здесь одна из главных достопримечательностей местных – это маяк. Он немножко покосился после тайфуна. Вот приветственная табличка. Маликон. Маликон, Пуэрто-Морелос. Когда видите слово Маликон, это значит, что это набережная. Сейчас мы немножко прогулялись вдоль береговой линии, которая здесь простирается на 8-10 километров, насколько мы знаем. Множество кафешек, ресторанов, лежачки предлагают. То есть нужно что-то заказать, чтобы отдыхать потом на лежачке с зонтиком возле этого ресторанчика. Но мы расположились на парео, как многие здесь берут парео, либо полотенце. Вот. Ну и, собственно говоря,
планируем немножко позагорать и уже скоро пойдем купаться. Мы расстелили парео, я решила еще немножко прогуляться. Я люблю, знаете, исследовать новые места, смотреть, что здесь вообще есть. Здесь, можно сказать, что богатая инфраструктура, потому что есть и кафе, и пляжные клубы. И все это на береговой этой линии. Сама береговая линия широкая, водичка прозрачная. Поодаль, конечно же, встречаются водоросли. На берегу тоже есть немножко водорослей, но я думаю, что каждый день эти пляжи чистят. Конечно же, здесь не такой красивый пляж, как в Канкуне. Он, наверное, более простой, более мелкий, нет красивых волн, нет такой, знаете, голубой воды, но в целом, чтобы отдыхать здесь, пляж идеально подойдет. А еще надо отметить, что в основном здесь отдыхающие это европейцы. Это чисто европейский курорт. Здесь меньше наших соотечественников, потому что в Канкуне мы встречали очень много наших российских туристов. Здесь такое, знаете, как бы снимают жилье на длительное время и отдыхают. Лежаки, которые на пляже, принадлежат пляжным клубам либо отелям. Кстати, еще здесь устраивают небольшое шоу, то есть играет музыка, танцы, и все это в народных костюмах майя. Интересное зрелище, но за это зрелище также необходимо платить, поэтому я не снимаю этих артистов, прохожу просто мимо них. Сейчас идем купаться. Сразу же бросается в глаза полное отсутствие волн, полный штиль и небольшое количество водорослей, как на берегу, так и в самом море. Я даже не понимаю, чем здесь заниматься в воде. То есть я привыкла, знаете, я люблю, когда волны, можно на них попрыгать, повеселиться. Когда вот такая вода и риф, то можно поснорклить. А тут получается, что риф далековато, уже не поснорклить. А в такой воде, ну я даже не знаю, просто плавать, что ли? Немножко скучно, да, нам просто? Да. Но так и мелковато, надо сказать. Ну, заходим так метров 10, пока вот по колено. Вода теплая, кстати. Вода теплая, даже теплее, мне кажется, чем в Канкуне. Да, потому что там, видимо, за счет волн и ветра, а здесь Да. ветра нет. Но когда заходит солнце за тенем, за облачка, то, вы знаете, сразу так прохладненько становится вроде бы. Солнце выходит и жарко. А большой риф находится метрах 200-300 отсюда, поэтому здесь совсем нет волн. И вот возят как раз на снорклинг именно к этому рифу, насколько мы понимаем, который чуть поодаль находится. Но можно заплыть с маской с трубкой самим немножко подальше, метров на 100, наверное, да, вот там, где буёчки там есть, кто-то плавает, посмотреть рыбок, вот, но, наверное, мы сегодня это не решимся сделать, вот. Еще отличие от пляжа Канкуна, то, что я заметил, во-первых, продавцы, которые по пляжу ходят, да, то есть Да. продают и чипсы, продают какие-то снеки, что-то, да, и попить, и мороженое, в общем, продавцы гуляют, вот. Артисты местные также ходят, тоже не было этого в Канкуне. Ну и самое большое отличие то, что нет огромных каких-то отелей на берегу, да, потому что здесь в основном рестораны, либо какие-то маленькие, да, все-таки Да, маленькие резиденции, да. Ну, мы приехали в Пуэрто-Морелос за другим, мы хотели посмотреть в первую очередь сеноты, хотели посмотреть вот эти джунгли, природу, но пляж здесь, наверное, как бы, наверное, он не для нас скорее, тут удобно, наверное, с семьями отдыхать. Да, больше семейно, это правда, да, здесь вот много мы видим и пенсионеров, которые и местных пенсионеров, да, и европейцев, вот в основном такой семейный отдых, поэтому если вы хотите вот именно релакса, такого, чтобы, знаете, никуда не спешить, там, без пафоса, как в Канкуне, вот, то это вот хорошее местечко. Сейчас мы переждали небольшой дождик, сходили в магазинчик, и все это ради того, чтобы полетать на дроне. И показать вам красивые кадры. Вчера вечером мы вернулись в отель, нам накрыли ужин возле бассейна, но было достаточно темно, поэтому мы снимать не стали. Вчера мы кушали курочку, местные блюда, также нам подавали, конечно же, соус сальса, на мастер-классе по приготовлению которого мы присутствовали. Ну а если вам понравился этот выпуск и наши приключения в городе Пуэрто-Морелос, обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. До новых встреч, ребята! Всем пока! Всем пока!